Всем привет! Это канал Лечу на рыбалку, меня зовут Руслан. Сегодня мы находимся в порте Чилонга, город Пхукет. Как я вам уже ранее говорил, у меня спиннингизм и большая любовь к водно-моторной технике. Поэтому, когда мой друг позвонил, мне сказал, что хочет купить себе катер на Пхукете, я, честное слово, очень сильно обрадовался, потому что сейчас мне предстоит сделать для него видеообзор тех кораблей, которые есть в порту, в том числе, которые продаются, работают в качестве коммерческих судов и находятся в частном пользовании. Смотрите дальше. Итак, мы на понтонах. Я сюда смог пройти, потому что охрана меня знает. Ну, в целом, здесь, конечно, открытый вход, но если вы выглядите как-то подозрительно и не похожи на моряка, то вас могут не пустить. Вот, ну да ладно. Так как четких указаний не было по поводу того, какой именно катер нужно выбрать, да, я решил построить этот ролик в режиме рассказываю, показываю то, что вижу. Вот, поэтому, если вам тоже какой-то катер или какое-то судно приглянется, и вы захотите узнать, сколько оно стоит, пишите, я постараюсь найти владельца, ну или схожий вариант, и уточнить его стоимость. Сделаю большое отступление для тех, кто думает, что в Таиланде неорганизованные причалы. Это не так, ребят. Вот видите, здесь мы видим возможность и подключить шланг для заливки в баке пресной воды. Здесь же у нас зарядка электрическая, да, и на другой стороне порта находится бензозаправка. Ну, бензин, конечно, дороже, ну, несущественно, там на 1, может, 2 бата, вот, дороже, чем на берегу. Вот, поэтому вполне себе здесь свой катер содержать можно. Чуть позже расскажу, сколько стоит стоянка. Раз мы здесь, давайте начнем с рибов. Вот такой вот, на первый взгляд, красавчик. Да, тут есть где и поваляться, позагорать, и посидеть. Вот сзади тоже можно посидеть, поваляться. Место капитана, пост управления. Мотор довольно-таки мощный, 250 лошадей Yamaha. Вон там вот запасной, как докатка, да, 30-сильный стоит. В целом все отлично. Крыша есть, солнечная, вон, видите, там панель на крыше такая гибкая. Но она не очень мощная, ну, как говорится, телефон зарядить хватит на случай, как говорится, разрядки аккумуляторов. Вот, все прекрасно. Но, ребят, нет туалета. То есть, если вы на таком уходите на целый день, вот, ну, особенно если, как говорится, семьей, то, увы, это мучение для всех. Я уже на подобной рыбалке был, в общем, не рекомендую. Плюс ко всему, вот эти вот рибы, они почему-то в Таиланде стоят просто каких-то баснословных денег. Честное слово, я не знаю, может быть, это связано с тем, что здесь мало производителей рибов, но даже если по магазинам походить, то есть там маленькие такие рибы, там без мотора стоят по 1 000 000 бат. Ну это вообще, это просто, это космос. В общем, такой вариант, не знаю, я бы не рассматривал. Если кому-то просто на прогулку, то взять можно. Но я не хотел бы издеваться над людьми, потому что, на мой взгляд, все-таки туалет нужен. Всех растрясает, волны присутствуют периодически, иногда и сильные волны, это все-таки море. Поэтому, увы, но это больше спасательная техника, нежели для отдыха, релакса или развлечений. Если кто не знает, у нашего канала есть свой катер для морских круизов от 1 до 4 дней. Для подписчиков канала по промокоду «Лечу на рыбалку» или «Fly for Fishing» для англоговорящих гостей предоставляется скидка в размере 5%. Более подробная информация на нашем сайте в описании к этому ролику. Не переключайтесь! Кому интересно, тут вот стоит полицейский катер. Смотрите, какой он интересный. Вот, видите? Tourist Police. Кстати, часто такие попадаются на Пхукете. Не знаю почему. Вот если бы у них внутри там был бы кондиционер, то я понял, в чем смысл кабинного катера на Пхукете. Вот. Ну, а так как он чаще всего алюминиевый, ну, вы можете себе представить, вот разогретый на солнце алюминий без кондиционера, то там просто внутри сдохнуть можно. Ну да, понятное дело, форточки там и прочее, все это открывается, но просто зачем кабины, для чего? Такие же кабины, они используются обычно в холодных местах. Ну, Скандинавия, север России и так далее. Но там уже, да, это все, естественно, пригождается. Внутри печку поставили, и можно кайфовать, чаек попивать. На Пхукете искренне мне не ясно. Сейчас покажу вам мой любимый вариант судов. Это катамаран. Да-да, ребят, у меня хоть и у самого круизный катер, но катамаран мне нравится больше. Потому что, во-первых, он очень остойчивый.
ну, для лодки, это для любого водного средства передвижения, да, это, наверное, основной, на мой взгляд, показатель. Вот, потому что остойчивость — это, в первую очередь, ваш комфорт, да, и возможность длительное время передвигаться на этом судне. Вот. Плюс ко всему у него есть, помимо мотора, у него есть еще мачта. Причем такая очень серьезная, высокая, вот, потому что ширина и вот эта остойчивость позволяет как раз-таки использовать вот такую вот высокую мачту. Вон, видите, там птичка с палочкой сидит, наверное, собирается гнездо там видеть. Вот. Но у вот таких вот катамаранов есть один огромнейший минус. И этот минус — его стоимость. Потому что вот такой вот катамаран стоит минимум в 3 раза дороже, чем круизный катер. Вы можете себе представить? Ну и, соответственно, переводите прямо пропорционально эту стоимость на прайс, который вам предложат за рыболовный круиз. Да, на таком можно далеко уйти, много взять продуктов с собой, воды и так далее и тому подобное. Вот. Все будет довольно-таки комфортно, классно, ребят, но цена просто сумасшествие. Давайте посмотрим, как он устроен. Катамаран сам по себе, да, это получается двухкорпусная конструкция. Бывает еще тримараны, трехкорпусная, да, вот мы здесь видим как раз раз корпус, два корпус, да, и посередке еще вот такой вот режущий киль, я так понимаю, что если волна высокая, чтобы он помогал волну разрезать и как бы отбивать ее, вот, чтобы катамаран не захлестывало. Ну, придумано классно. Вот это как раз-таки конструкция и придает хорошую остойчивость данному судну. Давайте посмотрим, что у него сзади, и поехали дальше. Сзади, видите, солнечная панель. Ну, места не так уж много, на самом деле, для того, чтобы садить людей. Вот. Но там еще есть каюта. Вот. В каюте еще несколько человек. Там кухонка также организована. Ну, в общем-то, неплохо, нормально. И вот внутри, получается, тоже есть каюты. Тоже можно расположиться. И вот такая махина, конечно, без проблем тянет за собой еще, видите, маленькую лодочку. Кстати, классно, если где-то на берегу захотели высадиться. Вот, никаких проблем. У кого-то на катамаране солнечная панель, а у кого-то вот такая вот классная горочка. Огонь! Смотрите, какая мне попалась яхта. Это прям целый уже крейсер. Сейчас обойду, покажу вам ее поближе. Тут смотрите, какая корма, да? Вообще платформа просто бомбическая. Но заходить не буду. Вроде как неприлично. Отсюда тоже видно. Все так аккуратненько. Причем вот здесь вот платформа, она обшита искусственным тиком. А вон там выше, видите, натуральный тик. И вот если их между собой сравнить, то искусственный тик выглядит гораздо элитнее, нежели, ну и привлекательнее, приятнее, нежели натуральный тик. Поэтому, ребят, берите на заметку. Я в предыдущем ролике уже показывал, что качественный искусственный тик выглядит гораздо лучше, ну, по итогам эксплуатации, да, нескольких лет, гораздо лучше, нежели натуральный. Вот, потому что, да, за натуральным тиком, вы скажете, нужно следить, и он тоже будет выглядеть отлично. Конечно, нужно, ребят, но катер — это вообще в целом очень финансово затратное, да, удовольствие и требует очень много времени. Вот, поэтому иной раз на вот эти вот напольные покрытия как бы обращаешь внимание в последнюю очередь. Вот, поэтому искусственный тик, ставим лайк. Поехали смотреть дальше. Да, ну, конечно, здоровая. Смотрите, 82 фута. Вот так вот здесь организовали такие мягкие прокладки, да, в качестве булей, для того, чтобы не протерся борт. Нагрузка, конечно, очень приличная. Вы смотрите, на первом этаже это даже иллюминаторами не назовешь. Это прям целые окна. Вот. И вот еще, видите, есть, видимо, некая нижняя часть. Ничего там не видно, что-то все запотело. Непонятно. Но иллюминаторов много. Вот, судя по ним, все вот это вот пространство, оно может эксплуатироваться как жилое, ну или как минимум как зона хранения. Да, выглядит, конечно, классно, ребят. Но страшно представить, сколько этот катер стоит. Точнее, простите, моторная яхта. Большинство судов на Пхукете используются для морских путешествий такого прогулочного характера и для рыбалки, в том числе в ночное время. А вот этот красавец используется для дайвинга. Вот представляете, вот такой вот здоровый корабль, и он возит людей смотреть, так сказать, изучать подводную жизнь Пхукета.
найти это. Но здесь есть действительно места, где довольно-таки красиво. Вот, смотрите, сколько газовых баллонов, как организовано пространство. На мой взгляд, очень даже неплохо. Я так понимаю, что вот эта вот зона посередке, она как раз-таки рассчитана на то, чтобы можно было там присесть, надеть баллон, да, и потом аккуратненько вместе с ним вот по вот этим вот лесенкам. Кстати, лестницы классные, видите, какие ступеньки широкие. По этим ступенькам уже спуститься в воду. Не надо прыгать, не надо нырять. Ну, лишний раз, как говорится, создавать себе какие-то неудобства. Вот. В общем, классно. Этому судну тоже ставим лайк. Но, опять-таки, его размеры говорят о том, что цена тоже будет очень высокой. Еще в продаже на Пхукете присутствуют вот такие вот небольшие рибы. То есть на них можно катать где-то за раз по 2-3 человека. Ну, вряд ли больше. Больше уже просто будет некомфортно. А на нем стоит мотор. Ну, где-то лошадей 50. Так, навскидку, да, отсюда не видно. Чисто по размеру мотора могу вам сказать. Риб — это, в принципе, как бы, да, судно адаптированное к хождению по волнам. Вот, поэтому даже на таком небольшом рибе вполне себе можно кататься или катать своих гостей вдоль побережья Пхукета. Они, кстати, очень даже красивые. Да, на таком маленьком рибе классно кататься вдоль берега. Конечно, на острова не пойдешь. Но это, ребят, это банально просто опасно. Потому что если вас в дороге застанет ветер, большая волна, вот, ну, риб рибом, вот, но такую малютку перевернет просто в момент. Вот, но единственное, если вы считаете, что этот риб за счет того, что у него маленькие размеры и так далее и тому подобное, и он сильно меньше своих больших собратьев, вот, думаете, что этот риб будет стоить сущие копейки, уверяю вас, это не так. Еще раз напомню, что здесь рибы, ребят, стоят каких-то бешеных денег. Наверное, даже дешевле будет рассмотреть просто какой-то пластиковый корпус. Вот. Но единственное, конечно, на них ходить уже совсем опасно. Вот, потому что если пластиковый корпус невысокий черпанет воды, то, увы, дай бог, потом, если вы его найдете, со дна поднимете. Так, ну а мы пойдем смотреть дальше. Не переключайтесь. На мой взгляд, вот такой вот вариант довольно-таки классный для приобретения. В первую очередь, потому что у него навесные моторы. В данном случае две Хонды по 225 лошадей. Вот. Почему навесной мотор, на мой взгляд, лучше, чем стационарный? Да потому что он полностью в доступе. Если с мотором что-то случилось, мы просто снимаем голову мотора, да, вот эту крышку, все, то есть и ремонтируем прямо на месте. То есть если тут как бы спокойно, нет ветра и так далее, да, в марине, ну вот, это все можно сделать без проблем. Да, в каких-то случаях надо снять какие-то детали, отвезти в сервис, но в целом весь мотор снимать не обязательно. Вот. А если мы ведем речь про стационарный мотор, то здесь целая проблема. Из-за стесненных условий часто бывает невозможно подобраться к каким-то отдельным его агрегатам. Вот, и поэтому необходимо заказывать кран, извлекать целиком мотор и везти его в сервис. Ребят, если кто-то из вас владелец катера или яхты со стационарным мотором, ему приходилось извлекать мотор с помощью крана и возить его в сервисную службу для ремонта, обслуживания, замены каких-то агрегатов, не знаю, шлифовки блока и прочее тому подобное, замены сальников, подшипников, вот, то я знаю, что это такое. Вы держитесь. Как говорится в общеизвестной шутке, владелец яхты счастлив два раза. Первый раз, когда он ее покупает, а второй раз, когда он ее продает. Еще такой вариант чем хорош, что у него довольно-таки вместительный кокпит. Ну, тут, конечно, все немножко такое старенькое. Если перешить, поменять, заменить, отремонтировать, вот, то выглядит классно. То есть для тех, кто ужарился, может спрятаться под крышей, да, что неплохо. И есть небольшая каюта, и часто в этих каютах присутствует туалет. То есть в целом на такой можно куда-то поехать на одну ночку переночевать, да, ну, скажем так, с минимальными удобствами. Вот, на мой взгляд, вполне себе интересный вариант, как для личного пользования, так и для коммерческого. Ставим лайк. Лайфхак для тех, кто длительное время проводит на воде. Солнечные батареи заряжают аккумуляторы только днем. А вот такой вот ветряк заряжает ваши батареи круглосуточно. Ну а лучше иметь оба варианта на случай отсутствия ветра. Тут в порту постоянно крутится колоссальное количество малька, и причем разных возрастов, разных видов и так далее. Вот этот прям совсем какой-то мелкий.
А часто бывает, что тут стоит такие, есть более крупных рыбок, вот, ну, очень многочисленные. Вон, видите, кстати, одни из них вон поплыли. Но это уже такие, это местные более крупные обитатели. Они тут обгрызают вот эти всякие понтоны и так далее, поэтому ночная рыбалка, она тоже бывает в порту очень интересная. На Пхукете спидботами называют все катера, которые имеют довольно-таки приличную скорость. Ну, то есть, если ваш катер выходит на глиссер и разгоняется где-то до 40 км в час, то его уже относят к спидботам. Но обычно все-таки спидбот — это так называемая морская маршрутка, которая адаптирована под перевозку максимального количества пассажиров. Один спидбот в среднем перевозит по 20-30 человек, а бывает и больше. Умножим это на средний чек, да, на 2023 год, это примерно 3800 бат с человека. Кругленькая сумма получается, не правда ли? Не у всех спидботов есть туалет, но у этого гальюн присутствует. Этот спидбот классный. Ставим ему лайк. Еще интересный вот такой вот вариант катера. У него есть маленькая кабина. Там бывает иногда хозяева ставят биотуалет. Ну, как говорится, если для личного использования, то вполне себе он тоже может подойти. Смотрите, там нет замка на дверце, и поэтому хозяева на амбарный замок за ручку все цепляют. Очень классно, что у такого небольшого катера основные моменты предусмотрены. То есть в целом довольно-таки мощный мотор. Вот. Ну, единственное, нет докатки, ну и бог с ней, да. То есть основные минимальные потребности присутствуют. То есть есть где посидеть, есть крыша укрыться от солнца, есть, если что, где полежать, и можно туда поставить биотуалет, я уже говорил. Вот. То есть, ну, да, немного неудобно, вот, но в целом выглядит, честно говоря, очень мило он. Мне он прям, знаете, нравится. Это такой прям семейный вариант, я прям представляю, как можно на него сесть в хорошую погоду и отправиться на острова. Вот. Ну, в сильный ветер, ребят, конечно, будет тяжеловато, вот, потому что длины просто не хватит для того, чтобы резать волну. Вот, он будет в нее проваливаться, нырять носом. Вот. Ну, отсюда, видимо, и такая конструкция, что, видите, он носом ныряет, как бы, да, вода вот так вот проходит по нему и как бы скатывается. Поэтому у него передняя, он такой как бы полукабина у него, да, то есть она наполовину закрыта. Вот. Но ничего, главное, это тоже предусмотрели. И очень классная лебедка. Видите, она, по всей видимости, настолько мощная, что они смогли погнуть якорь, когда вытаскивали его из камней. Ну, вероятнее всего, да, из камней. Вот. Откуда же еще? Ну, хотя, как говорится, на рыбалке всякое бывает. В общем, катеру и производителю лебедки лайк. Еще есть на Пхукете вариант катеров вот такого типа. Я от них тоже, ребят, кайфую. Это прям рыбалка-рыбалка. Вот. Мне рыбалка нравится. Я уже вам говорил, что у меня спиннингизм с подросткового возраста. Вот. Поэтому все, что с рыбалкой связано, то приносит мне несказанное удовольствие. Вот. Ну, вообще классно, конечно, сделано. Вот, ребят, тут и кринолины вам, и мощный мотор. Вот, есть где посидеть, вон, держаки под спиннинги. Вон такая вот крыша, да, тоже с держаками, то есть никакая торга не нужна. Вот, потом, видите, свет есть. То есть, по всей видимости, можно и ночью порыбачить на таком. Вот. Но, правда, нужен генератор. Я не знаю, где он здесь установлен, но, возможно, вот где-то вот в рундучке, вот, например, вот здесь вот лежит, достали, вот, подключили, свет зажгли. Вот. Ну, я к тому, что в целом, как бы, много возможностей. Вот. Понятное дело, нет каюты, то есть чаще всего в таких нет туалета. Вот. Но вы удивитесь, я говорю, видите, чаще всего. На самом деле туалеты в таких тоже бывают, но они очень-очень маленькие. То есть, если представите, вот здесь вот сбоку делаю такую маленькую дверку, вот, и ставлю такой маленький-маленький горшочек. Вот. Ну, одним словом, дети точно сходят туда. Потом есть шанс посетить такой туалет у женщин. Вот. Ну, а мужики, как говорится, не все. Вот. Повезет тем, кто, как говорится, ну, ростом пониже, как говорится, да, и без лишнего веса. Вот. Буду более-менее деликатен, я надеюсь, никого своими словами не обидел. Вот. В большом росте нет ничего плохого, наоборот, даже хорошо. Вот. Но, к сожалению, в таких вот катерах это создает все-таки некоторые неудобства. Смотрите, лайфхак про двухместный пластиковый каяк. Если вы купили каяк на двоих,
и рыбачите в разных местах в разное время, и это постоянно портит вашу дружбу, не проблема. Разрежьте каяк пополам, видимо, тайской пилой, сделайте в него транец, вот, и без проблем используйте каждый свою половину поодиночке. А вот это моторная яхта моих знакомых. Мы с ними часто сотрудничаем, поэтому, если захотите покататься, обращайтесь. Для своих они, я уверен, сделают хорошую скидку. Давайте тоже маленький обзорчик сделаем этого катера. Он у него там наверху флайбридж есть. Тент открывается. Ветерком обдувает. В общем, Титаник, одним словом. Вот. Здесь получается второй уровень у нее. Вообще классно. Там, наверное, можно посидеть. Я на это очень надеюсь. Вот. А в кормовой части такая зона для вываживания рыбы. Кресел нет. Так, это что у нас? Тут жестко, видим, какие-то холодильники, боксы. Ну ничего, можно и так порыбачить. Вот, конечно, я не понимаю вот эту политику, когда нет никаких диванчиков. Людям же тоже интересно посидеть, посмотреть, правильно, как кто-то рыбу вываживает, снасти вяжет и так далее. Вот, ну, в целом, катер отличный. Вот, но, конечно, здоровый, ребят. Такой денег будет стоить прилично. Я думаю, как самолет. Причем, возможно, новый. Но все равно. Моторная яхта отличная. Конечно, не новая, но состояние довольно-таки приличное. Эксплуатировалось аккуратно. Ну, мне тут пока ходил, попался еще один рип. Я уже хотел сегодня с рибами завязать. Вот. Но этот рип моего знакомого итальянца, он мне рацию продавал. Вот, этот рип у него заточен под дайвинг. Видите, тут специальная такая стойка, чтобы дайверы могли садиться. Вон там вот крепежи для баллонов. Вот, здесь вот баллоны надевают и за бортик. То есть в целом рип, ну, как бы подходит вроде как для этих дел, но обратно возвращаться, конечно, на борт неудобно. На мой взгляд, все-таки нужна специализированная лестница. Я обещал вам рассказать, сколько стоит стоянка катера в порте Чилонга, города Пхукета. В порте Чилонга вы можете найти вот такие вот две таблички на здании офиса. На верхней вы увидите, как расположены парковочные зоны. Ну, фактически на практике катеров, конечно, больше стоит, чем здесь указано. Они натыканы там как попало. Вот. А внизу мы видим стоимость. Это 600 бат в день и 16 тысяч бат в месяц. Да, и главное, знаете, что это расценки от 600 тысяч. Да не дай бог, господи, боже мой. Ребят, я просто ужарился уже на солнце, пора, видимо, заканчивать. От 600 бат в день. Это цена дневной, соответственно, парковки, да, и от 16 тысяч бат в месяц. То есть, если вы придете на судне, габариты которого превышают, да, площадь вот этого, длину парковочного места, то вам придется заплатить больше. Вот. И сколько вам выставят сайт, это одному тайскому богу известно. Вот такие вот здесь расценки, ребята. Тайская тусня. На одном катамаране играет одна музыка, а на другом совершенно другая. И нормально, ребята, вообще все отлично. Вон стоят, заправляются. Напишите в комментариях, какая водно-моторная техника интересует вас. И в следующих роликах мы постараемся ее найти и сделать более подробный обзор.